Всем приветики! Рада приветствовать вас у себя на канале про самые стильные находки с Алиэкспресса. Я Вика, и сегодня вместе с вами буду распаковывать вот эти цветные интересные посылки к осени. И к лету тоже остаточки какие-то еще вам покажу. Обязательно ставьте лайк этому видео, это меня очень мотивирует снимать больше выпусков. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые распаковки. И поехали смотреть. Напоминаю, что все ссылки находятся в описании к этому видео, так что обязательно заглядывайте. Там же я указываю размеры, которые я выбрала, и все, что я использовала в образах. Также туда я добавляю промокоды, которые действуют сейчас, так как часто на Алиэкспрессе бывают распродажи, ну и просто продавцы часто присылают мне промокоды, так что все я оставляю там. Итак, я начинаю с большого розового пакета, в котором, скорее всего, будет что-то к осени, какая-то куртка. Здесь написано дресс и 200 грамм и стоимость $3, но это абсолютно не соответствует действительности, потому что посылка весит как минимум килограмм. И я не понимаю, как это вообще пропускает наша таможня, почему так происходит. Ну и, конечно, стоит не $3. И здесь вот такая огромная парка с мехом молодого дермантина, как это говорится, да? Ну, нет, это, конечно, это не кожа. Здесь вот такая парка балониевая. Я думала, материал будет хлопок, но хорошо, что он не блестит. Это размер М, и в этом магазине я всегда выбираю размеры больше. Здесь очень сильно мало мерят, потому что это азиатский магазин с корейским дизайном. Мне очень нравится качество этой парки. Я прям вот сейчас трогаю ее, и я очень довольна. Очень действительно хороший материал. Хорошо, что он не блестит, это я уже отметила. Хорошая фурнитура, металлическая молния. Здесь на груди тоже металлические молнии, но они не функционируют. Там нет кармана. Карманы есть здесь на талии, на бедрах. На талии есть еще кулиска, она такой вот шнурочек и с кожаными элементами. Красиво смотрится, не дешево, потому что обычно вот такие элементы, шнурочки всякие, вот это вот все дешевит изделия. Здесь такого нет, смотрится действительно очень круто. Надеюсь, что по рукаву мне будет хорошо, потому что часто бывает, что рукав короткий, и размерная сетка часто тоже врет, потому что 2 сантиметра минус рукава, это на самом деле значительно. Если она хотя бы на 2 сантиметра не точная, то он уже будет короткий. Сзади вот такая молния, то есть здесь кокетка идет с молнией, но она не функциональна, просто такой элемент дизайна. И еще вот посередине тоже снизу идет молния, но она вот уже... Ой, я зря ее расстегнула, мне кажется, я что-то порвала тут. Нет, там просто нитка застряла, здесь нитка торчала, нужно аккуратненько все лишние нитки обрезать, но их здесь совсем немного, и она прям зимняя. Я думаю, что такую парку я смогу носить зимой, до -5, наверное, примерно. Конечно, это не уральские, сибирские морозы, но такая вот лайтовая зима где-нибудь в Сочи, в Москве, может, нормально будет. Сейчас мех посмотрим. Мех, конечно, такой вот смех, прям совсем мне не нравится. На фотографии он смотрелся по-другому. Часто продавцы так делают, они цепляют натуральный мех на свои изделия и фотографируют, потому что это просто богаче смотрится. Но вообще я против меха натурального. Я за искусственный все-таки. Искусственный бывает красивый, бывает даже неотличимый от натурального, но этот некрасивый. Мне этот не нравится, и я бы его не цепляла. Она и без меха смотрится прикольно, хорошо, хотя бывает, что вот такой мех, он как бы распушается и становится поприличнее. Так что посмотрим, что с ним будет, но мне безумно понравилась эта парка по качеству, и она стоила очень дешево. 2000 рублей, по-моему. Парка в размере М оказалась мне маловато, мне нужно брать как минимум L, я думаю, что даже лучше XL. По рукаву она прямо очень короткая, и рукав здесь манжет очень сильно давит, резинка тугая, это мне не понравилось. А во всем остальном она мне нравится, что она не блестит, шуршит она, не сильно, шуршит, но она очень такая толстенькая. Я думаю, что ее можно будет носить зимой. Сделана она хорошо, за 2000 рублей. Я считаю, что вариантов за 2000 рублей где-то у нас в масс-маркете такой вот хорошей, добротной парки просто не встретить. Но мех, конечно, я бы заменила. Мех мне абсолютно здесь не нравится. Либо искусственный, либо, если вы не против натурального, но что-то нужно вот опушку точно 100% поменять. И берем следующий розовый пакет, на котором тоже написано дресс, 200 грамм и $5. Я думаю, что это тоже пуховик, потому что из этого магазина есть сейчас несколько вариантов обновок, новинок на зиму-осень. Жду, чтобы посмотреть. Это белый
белая куртка. Я не понимаю, как они засовывают. Такой маленький пакет и такая огромная куртка. Вот бы мне такой навык. Итак, куртка со светоотражающими элементами белого цвета. Расцветки были представлены классический белый и черный. Каких-то ярких цветов здесь нет у продавца. Она вот такая короткая. Сейчас такие куртки в стиле North Face называется этот бренд. Ты помнишь, да, North Face? Я тебе говорила, что они сейчас очень актуальны, это прямо тренд. Но куртки этого бренда стоят дорого. Вот. А куртки на Али можно купить за 1500 рублей. Вот как, например, такую. Конечно, здесь наполнитель синтепон. Это не пуховик. Многие называют это пуховиком, но это неправильно. Это синтепон. Я выбрала размер М, и здесь написано ростовка 160 и 84А. Я так понимаю, что это обхват груди, да? То есть они мало мерят. 160 это мало. Я 165 ростом. Возможно, мне будет короткий рукав. Возможно, мне надо было брать Эльку. Вообще, обычно я беру Эльки, но там была какая-то размерная сетка огромная. Мне кажется, что она врет. Эта размерная сетка неправильная. Снизу у куртки есть кулиски. Можно ее затянуть, чтобы ничего не задувало. Она на подкладке, и подкладка мне не нравится. По качеству она слишком синтетическая, шуршащая, неприятная. Но мне нравится, как куртка набита. Я вижу, что она сейчас еще побольше расправится, и она будет прямо очень такой толстенькой. Мне нравится ее дизайн, минималистичный. Я сказала, что такие куртки сейчас в тренде, и особенно короткие, такие вот укороченные пуховики. И у нее светоотражающие элементы. Стоила она тоже в пределах 1600 рублей примерно, 1500-1400, цены меняются. И я вам скажу, очень важный момент, летом на Али заказывать зимние вещи, осенние, намного выгоднее, потому что летом цены ниже. И вообще на сезонные вещи цены на Али поднимаются именно в сезон, то есть на летние вещи летом, а на зимние вещи зимой. Так что закупаемся заранее, тем более, что нам надо учитывать время доставки, закладывать минимум 2-3 недели. Эта куртка в размере М мне хорошо села, по рукаву тоже есть запас по длине, хорошо, что здесь трикотажные манжеты, и они прямо мне даже закрывают ладонь практически полностью, так что М-ка мне хорошо, можно даже больше не брать размер. По качеству неплохо, но белый цвет я рекомендовать не буду, потому что очень сильно марки, все сразу же заморалось, и манжеты, и ворот, и это, конечно же, беда. Мне он нравится, за свою стоимость 1600 рублей, неплохой вариант, размеры до XL, и не очень сильно маломерит, так что нормальный пуховик. Смотрим следующую посылку под названием «Платье», и весом тоже практически 2 килограмма. Там что-то много вещей, я подозреваю, будет. И здесь белый жакет и два, вроде бы это платье. Сейчас посмотрим, это сарафан. А, нет, это мини-платье, такое кружевное, хлопковое, очень похоже на муслиновый халатик, который я недавно распаковала. Надеюсь, что вы видели уже эту распаковку, но, возможно, нет, возможно, вы ее потом увидите. Смотрю сразу же внутри швы, чтобы состав посмотреть, потому что очень надеюсь, что это все-таки хлопок. Здесь бирка Inditex фирменная вшита, но почему-то состава не указано. И бирка Zara тоже имеется. Я выбрала размер S, мне понравился цвет, очень такой нежно-пастельно-голубой, и мне нравится материал. Все-таки я думаю, что это хлопок муслиновый, такой вот сжатенький, и это очень удобно в отпуске, потому что его не нужно будет слишком там отпаривать, мучиться, он и мятый, выглядит красиво. Рукава здесь на резинке, рукава такие свободные, широкие, и вышивка, цветочек, как бы решелье, но может быть это называется не решелье, поправьте меня, кто знает, но мне нравится. Такое платье тоже немножечко похоже на ночнушку, но оно закрытое в области декольте и открытые ножки. Я люблю такие платья, Baby Doll мне нравится. Дальше смотрим из этого же магазина, который продает вещи под Зару и даже с фирменными бирками, логотипами. И это тоже платье, да? Это платье, но оно супер мини. Я думаю, что его можно будет носить как рубашку. Сейчас очень в тренде длинные рубашки. Рубашки оверсайз, белые, как вот сорочки, голубые, в общем, всякие разные. Но все-таки это платье. Платье со сборками, и эти сборки не на резинках. Это просто, я вот потянула, там немножечко, по-моему, порвала что-то. Это не резинки, но похоже на резинки. Мне нравятся пуговки здесь деревянные. Я пытаюсь найти бирку, опять же. Бирка фирменная Inditex. И опять здесь вообще не указан состав. А нет, вот он указан. 100% альгодон, это хлопок. А здесь, сейчас я еще проверю. Я просто не туда смотрела, не с той стороны. Нет, здесь все-таки нет по составу.
На голубом платье состава нет, а здесь стопроцентный хлопок. Действительно приятный материал, я думаю, что даже просвечивать не будет, хотя это без подкладки платье. И супер мини, но мне оно нравится, по качеству хорошее. Оба этих платья мне понравились, я не понимаю, почему у них какие-то негативные отзывы вот у этого платья я встретила, они очень приятные, они ощущаются как хлопок, и здесь заявлен хлопок в составе, чему я верю, как мне кажется, прекрасные варианты для отпуска, ну не прям вот на пляж ходить, но надеть куда-нибудь в кафе у пляжа, либо просто прогуливаться в жарких странах, очень красиво смотрятся, они легкие. В городских образах, я не знаю, смогла бы я такие платья экстра мини носить, потому что все-таки они мне как-то навеивают больше эстетику пляжных платьев. Но по качеству я не могу сказать, что они плохие. Для 1000 рублей прекрасные. Дальше смотрим жакет, который я заказываю второй раз. У меня есть такой розовый. Я взяла еще белый, потому что розовый мне маловат. Я взяла М-ку, розовый у меня S-ка, я его не ношу, не носила, хотя он мне очень нравится, но отличается у них материал. Опять же, я заказывала в разных магазинах, и я об этом периодически говорю в своих распаковках. Я часто так делаю, чтобы сравнить качество и посмотреть, где лучше. Это важно, особенно в магазинах, которые продают Зару, потому что у них одинаковые фотографии, но качество по факту разные у всех магазинов. И я не могу сказать, что какой-то хороший, какой-то плохой. Тут опять же все зависит просто от случая. Я не знаю, может быть, от партии, который закупился магазин на какой-то фабрике. Вот, но да, качество разное. И розовый жакет был хуже, чем вот этот белый. У этого белого бирка Зара, у того, по-моему, тоже была бирка Зара, но ткань была прям очень тоненькая, такая рыхловатая. А здесь она фактурная, жесткая. Мне нравится прям вот этот белый жакет. По качеству сейчас очень хороший. Подкладка только, ну нет, кстати, подкладка у него даже хорошая, лучше даже, по-моему, чем вот у того розового-то была. Made in China, Inditex, состава нет, но здесь полиэстер, скорее всего. Мне нравится жакет, и пуговицы-то у него даже хорошо пришиты, как-то нитки, правда, но они вообще левые, не отсюда. Этим жакетом я довольно больше, чем розовым, и этот я оставлю себе, буду носить. М-ка мне села тоже лучше намного, чем S-ка. Немножечко тянет подкладка в рукаве, и вообще в целом подкладка здесь не самая приятная, это единственный его минус. Во всем остальном очень хороший жакет, и мне он понравился. За 2000 рублей супер. Смотрим дальше посылку под названием брюки, pants. Здесь несколько вещей. Я так понимаю, что брюки вот это вот эти вот зелененькие, они такие сатиновые должны быть, под шелк материал красивого зеленого цвета, но он даже не зеленый, он голубовато-лазурный, такой проложенный картонкой, красивая бирка и размер XL. Ну, размер XL пускай вас не пугает, все маломерит, и здесь ростовка 175. Я его выбрала для того, чтобы они были длинные. Ну, я сейчас сомневаюсь, что они будут длинные, все-таки мне кажется, штанина недостаточно по ростовке будет хороша. Я люблю все-таки больше длинные брюки, когда они прикрывают обувь, которая надета. Коротенькие мне все-таки сейчас как-то не нравятся, если честно. Ну, посмотрим, я примерю, напишу. В любом случае, не все мы высокого роста. Мой рост вообще невысокий, 165, но вот девочкам с ростом 170 действительно тяжеловато на Али что-то найти. Это только в европейских магазинах по типу Only, Selected, Trendyol турецкий. Там больше шансов, просто больше шансов. Сатиновые такие пижамные брюки, это сейчас тренд, размер XL мне хорошо, такой большой размер я выбрала, чтобы они были длинными, и по длине мне тоже хорошо, я могу их и с каблуком надеть, и с кедами, с сандалиями, длина комфортная, они не волочатся по полу, при этом они не открывают щиколотку, размеры там до 3 или до 4 XL, в общем, огромная размерная сетка, так что загляните, варианты расцветок тоже есть и яркие расцветки, есть и приглушенные, монотонные, базовые цвета, белый, черный, бежевый, коричневый, вот, ну и яркие расцветки тоже есть. Есть карманы, и это хорошо, ниток нет, не электризуется, не липнет, очень приятный, комфортный материал, брюки нравятся. Дальше смотрим толстый трикотажный костюм с толстовкой, с такой вот интересной здесь окантовкой, драпировкой, я не знаю, как это обозвать, мне не нравится качество, если честно, материала, оно дешевато смотрится, просто как-то не презентабельно, не очень красиво. Костюм был в нескольких расцветках доступен, он на фотке прикольно смотрелся, необычно просто за счет вот этого элемента, кофта очень тяжелая. Кофта. Правильно говорить кофта? Нет, ведь это не кофта. Не существует такого понятия, как кофта или штанишки. Это толстовка. А это шорты. Шорты размера... Какой вообще тут размер-то? А размер вообще не указан, так что я не помню.
Не знаю. Мне кажется, что этот материал скатается, если честно. Шорты тоже вот с таким элементом интересным, накладным, кармашки. Ну, не могу ничего сказать хорошего. Он будет комфортный, приятный, как домашний костюм, может быть, нормально. Но мне почему-то кажется, что этот материал будет в носке не очень практичным, не очень износостойким. Внутри петелька и обработка швов хорошая, ниток нет, но качество материала мне не очень понравилось. Насчет костюма я сказала, что мне кажется, что материал не самый лучший, он будет скатываться. Все-таки это мнение оставляю, но как сидит на фигуре, мне понравился. Смотрится очень необычно, напоминает Easy от Kanye West. Ну, просто такой необычный крой. Прикольно, на самом деле, смотрится. Кто любит различные спортивные костюмы, кто применяет это в своих повседневных образах, обратите внимание, но это летний вариант, не осенний, 100%, потому что достаточно тонковатый трикотаж. И сейчас посмотрим еще из этого магазина вот такой молочный платье. Я думала, это тоже трикотажный костюм. Ой, какое мягкое, боже мой, какое приятное. Ой, такой приятный материал. Я сейчас кольца сниму, чтобы, не дай бог, тут затяжку не оставить. Очень красивые бирки. Очень приятное платье, безумно классный материал. Прям хочется в него сейчас укутаться. Я состава не нашла, чтобы посмотреть, что это такое, но это что-то очень приятное. Внутри хорошая обработка швов, тут окантовочка такая, все очень аккуратно прошито. Мне очень безумно нравится этот материал. Хотя он в каких-то вот местах по ощущениям напоминает неопрен, вот по своим свойствам, по тянучести материала. Но не знаю, в общем, что это, но очень классное. Мне нравится это платье. Этому платью я прямо восторгалась во время распаковки, потому что очень приятный материал, и действительно это так, он бархатистый, нежный. По фотографии продавца непонятно, что за материал использован, и там очень много разных расцветок. Красивые, яркие расцветки, оранжевый, какой-то фисташковый. Загляните обязательно, посмотрите, потому что белый я рекомендовать не буду, тоже очень сильно марки. Я люблю белый, очень люблю белый цвет, но не всегда его могу носить. И лично для меня вот хлопковое белое платье носить проще, чем вот трикотажную такую вот футболку, потому что все равно морается, да. Очень красиво смотрится на фигуре, подчеркивает талию, создает силуэт песочных часов, по длине отлично, миди, подойдет на любой тип фигуры, на любой практически рост, ну, до 170 и 100%. Мне понравилось. И размер М мне сел хорошо, размерная сетка до XL, так что и размеры есть. И у меня осталось две посылки. Одна из них вот такая большая, прямоугольная, написано платье, больше килограмма весит. И здесь очень много платьев. Раз, два, три, четыре, пять, 6, что ли. И то это еще не все пришли. Посмотрим вот это полосатое. Оно должно быть под Massimo Dutti. Но я не знаю, этот магазин делает бирки или нет. Нет, у этого магазина нет бирок Massimo Dutti. Сейчас такие платья представлены в нескольких магазинах. Я знаю, что у Тенгады такое платье с биркой. Возможно, еще в каких-то с биркой, но я об этом не знаю. А вот в этом магазине без бирки. Так что, опять же, одинаковые вещи на картинке отличаются и качеством, и тем, что у них там внутри какое наполнение. Хотя очень приятный материал, и я не думаю, что здесь качество будет хуже, потому что материал действительно очень хороший. И что тут написано? Exclusive Decoration Belt. Non-leather материал. Ну, понятно, что это не кожаный материал. Remove belt. Какой-то тут ремень, говорится. Что, какой здесь ремень? Remove belt. Здесь нет никакого вообще ремня, в принципе. Очень аккуратная обработка швов, но что там в составе не нашлось бирки. Вообще должен быть хлопок. Очень классное платье, на самом деле, трендовое, с кармашками, и полоска у него по швам чуть-чуть не сходится, я хотела сказать сходится, но сейчас увидела, что ну, буквально 2 миллиметра, но все-таки не сошлась. Не знаю, как там в других магазинах будет. Могу заказать, если надо, например, в Тенгаде посмотреть, но не знаю, надо или нет. Качество материала хорошее. Все платья из одного магазина безумно мне понравились. Каждое по-своему. У каждого есть, конечно же, нюансы какие-то по посадке, небольшие. Но вообще все сели хорошо. Большинство из них в размере one size, но некоторые в размерах. Я сейчас расскажу. Все вы можете проверить в ссылках в описании. Я указываю цену, по которой я заказывала, и размер. Вот это платье в размере S, оно очень свободное, очень такое широкое, безумно приятное. Плотный
хлопок, такой вот трикотаж, который очень хорошо держит форму. Мне нравится, что здесь не белый цвет в полоске, а бежевый, кремовый. Это лицу на самом деле комплементарнее смотрится, нежели кипенно-белый. Единственный его минус в том, что здесь нет фирменных бирок Massimo Dutti, но кому они вообще нужны? Если вам нужны, вы можете на Али найти в других магазинах, но здесь качество 100% проверено, оно отличное, отзывов очень много, так что это платье я могу рекомендовать. Так, ну что, быстренько посмотрим все остальные платья, их здесь так много, так что я много времени тратить не буду, покажу. Вот такое вот синее, оно было доступно только в синем цвете, длинное, оно длины миди будет по щиколотку с длинным рукавом. Это, скорее всего, полиэстер, там внутри есть подкладка, но она на рукавах, по крайней мере, ее нет, я не знаю, она там по всей длине, нет, она не по всей длине, она там вообще такое ощущение, что только в области груди. Нет, подъюбник тоже есть, просто короткий. Как оно застегивается? Оно застегивается на молнию сбоку. Мне понравился у этого платья принт и очень такой насыщенный глубокий синий цвет. Вообще смотрится оно очень интересно, как какое-то дизайнерское платье. Сшито нормально, но полиэстер. Будет душно в этом платье. Очень у него бирка красивая, там Korean Design and Ксю-Ксяу. Как-то так, но бирка прикольная, и платье тоже мне понравилось. Это платье очень классно смотрелось на фотографиях продавца, но на мне оно не очень сидит, потому что какое-то большое. Я не помню, это one size или это S-ка. Я напишу обязательно в описании, в ссылках там проверяйте все. У платья очень красивый принт, у него есть подкладка, но оно будет жарковато. Если для какого-то мероприятия надеть вечером, то вполне неплохой вариант. Но оно мне большое, по-моему, все-таки это S-ка, не one size. Ну прям вот очень по талии, и мне хочется его ушить. Ну а так сделано оно неплохо. Периодически ко мне приходят такие комментаторы, которые пишут, что в Манго или в каком-нибудь другом масс-маркете можно найти такие же платья, и они будут не из полиэстера и стоят столько же. Так вот, я живу достаточно в крупном городе, я имею возможность ходить по масс-маркету, по магазинам и смотреть, какой там ассортимент представлен. Ни разу мне не хотелось ничего купить в том же, например, условно Манго. Потому что таких цен, например, 1500 за платье я не наблюдаю, тем более за хлопковое платье. Здесь, конечно, полиэстер, но очень современный дизайн, и если мы сейчас пойдем на сейл, условно, в тот же Манго, то там мы увидим уже устаревшие модели за эти же деньги, 1500 или там 1900 обычно вот такие платья стоят, и тот же будет полиэстер в составе. Так что я не вижу никакого абсолютно смысла сравнивать Али и масс-маркет. Можно, конечно, сравнивать, я не имею ничего против масс-маркета, если вам нравится одеваться там, вы можете одеваться где вам угодно. Я просто нахожу классные варианты с Али, которые не найти где-нибудь магазинах. Дальше посмотрим. Вот такое платье в ретро-стиле с воротничком. Воротнички тоже у нас остаются еще в тренде. Супер-супер ретро. Очень красивая бирка. Здесь тоже хи вот такая вот классная. Платье застегивается на молнию сзади. Платье в мильфлер, очень тоненький шифон. Я думаю, что даже в жару в нем будет достаточно приятно, несмотря на то, что, скорее всего, это полиэстер. Это платье мне очень нравится. Вот такое в каком-нибудь шоуруме по типу Личи стоило бы 1700. А здесь 1000 рублей. Мне нравится, очень хорошенькое. Дальше распаковываем желтенькое платье. Тоже Кси Корея дизайн. И вот такое оно на запахе, тоже в ретро-стиле. Тоже очень тонкий материал. Я надеюсь, что он не будет просвечивать. Вот так сейчас на свету не светится. И очень красивый цветочек, такой вот повторяющаяся какая-то лаванда фиолетового цвета. Красиво смотрится. И на фигуре должно тоже смотреться красиво. Это длина миди, тоже ретро-стиль. Сейчас примерю. Размеры указываю в описании, но вообще большинство этих товаров идет в размере one size. Оба платья в ретро-стиле мне понравились. Желтое в размере S села хорошо, но свободно. Оно так и должно сидеть. На модели, которые мы видим на фотографиях продавца, сидит точно так же. Хотя она азиатской внешности. То есть платье не маломерит. Это очень хорошо. Оно доступно еще в розовом цвете. И желтый и розовый мне нравятся одинаково. У него приятная длина миди ниже колена. Полиэстер, но он тонкий, летящий, и я не думаю, что будет сильно в нем жарко. Качество хорошее. Это тоже тонкий полиэстер, очень красивый воротничок кремового цвета. Села безупречно на фигуру в размере one size. Сзади вот так вот повязывается еще бантиком. Безумно красиво смотрится, абсолютно с любым низом. С сандалиями, с босоножками, можно даже с кедами, на самом деле, такое платье надеть, оно будет смотреться красиво. Следующее тоже желтое платье с резинкой, со сборкой, и оно длины мини.
мини. Ой, какое оно прикольное. Материал похож на хлопок, и он мне напоминает какие-то хлопковые платья, как вот в детстве были. Вот я точно в каком-то таком сетчатом хлопке ходила в садик. Я вот прям помню, что у меня было какое-то такое платье, вот, наверное, в такую же ромашку из вот такой вот сеточки. Классно, мне нравится. Оно, кстати, на подкладка там, правда, синтетическая и, ну, такая вот, наверное, жарковатая. Я думаю, что можно ее даже отрезать, если она будет мешаться. И здесь есть завязочка спереди, и вот эта резинка — это тренд. И такое платье надо носить с сандалиями деда или рыбака и с белыми носочками, и будете самый модный на районе. Это детсадовское платьице мне тоже немножечко мало в размере М, и оно абсолютно не предполагает никакого наличия груди. Ну, первый размер здесь это максимум, потому что резинка достаточно сильно давит, и она все приплющивает, тянет. В общем, некомфортно здесь, если есть грудь. Ну и смотрится тоже не очень красиво. Я, конечно, немножечко расстроилась, потому что я такие платья очень люблю. Baby Doll — это тренд, и у него очень приятный материал в сеточку, похож на хлопок с рельефной такой вышивкой. Мне безумно оно нравится, как оно смотрится, но вот на меня, на мою фигуру просто не очень хорошо село. И последнее из этого магазина — это вот такое платье из материала, похожего на жаккард, он называется, да, такой плотный, который держит хорошо форму, который не мнется, на шторы похожий, но оно очень красиво на фотографии смотрелось. Если вы ищете платье для какого-то особого случая, но не хотите при этом сильно наряжаться и тратить большие бюджеты, тут присмотритесь. Вот это платье из тех нарядов, по которым не поймешь их стоимость, потому что материал необычный, такой не встретить где-то там в масс-маркетах, в Бершках и в Страдивариусах. Стоимость очень низкая, то есть там 1500 или 1700 максимум, ну что-то вроде того. Все эти платья стоили в районе 1500 рублей. Красивые бирки и хороший аккуратный пошив. Самое главное, чтобы оно на фигуру село, потому что, по-моему, это тоже был one size, и здесь вот сейчас кажется достаточно узким, так как платье все-таки имеет форму, имеет силуэт. Это не платье-парашют, которое наденешь на любую девушку, и оно будет смотреться хорошо. Все-таки надо примерять. И здесь молния сзади, подкладка не по всей длине, подкладка длины мини. В общем, мне нравится платье, как оно сшито, и оно должно смотреться очень интересно на фигуре. Для какого-нибудь мероприятия просто супер. Такой черный сарафан будет отличным вариантом на какой-нибудь выход в свет. По нему непонятно, сколько оно стоит, хотя я могу придраться к тому, как оно сделано в области груди, декольте, как-то неровно пошито, либо мы неровно его отпарили, я не знаю, возможно, нужно еще хорошенько все пропарить. Но на подкладке это размер М, размер меньше мне точно не нужен на мои параметры, то есть, возможно, немножечко маломерит. В груди здесь тоже тесновато, приплющивает, так что большая грудь сюда не предполагается 100%. Застегивается платье на молнию сзади. Хорошо, отлично держит форму благодаря своей вот такой вот фактурной ткани, напоминающей жаккард. Мне очень нравится, что здесь есть карманы, но на высокий рост такое платье не сядет, потому что на мой 165 по длине оно вот максимум. Оно должно быть ниже колена, примерно по середину голени. Последняя посылка, на ней написано блузка 200 грамм. И опять мне кажется, что здесь на самом деле намного больше, чем 200. Что-то зелененькое. Что это? Shein. Это Shein куртка. Кстати, это, по-моему, Zara New Collection. Это Тангада? Я вот не помню, по-моему, это Тангада. Потому что без бирок, и у Тангады обычно вот нет бирок Zara фирменных, 100% полиэстер. Но при этом дизайн Zara всегда новинки появляются очень быстро. Такая вот ветровка бомбер, но более классическая, нежели классический бомбер вот с резинкой на вороте. Здесь же вот такие лацканы. Кармашки накладные на груди, застегивается на кнопочки и затягивается кулиской. Классическая черная такая вот ветровка, легкая, есть там какой-то наполнитель вроде бы, ну такой вот совсем минимальный. То есть это на теплую, очень теплую осень, либо на холодное лето вместо джинсовки или какой-то ветровки. Следующей в этой посылке я распаковала платье зеленого, безумно красивого. Ой, какой классный цвет, ну как оно блестит, ужасно. Цвет классный, но материал не очень, ну прям очень блестящий. Не всегда это хорошо смотрится. Все-таки я люблю сатин или вот этот вот материал под шелк более матовый, если так можно выразиться, с таким благородным блеском, а здесь он слишком как в пионер-лагере галстуки, только зеленого цвета.
И непонятно, как тут сделано. Там, в общем, 2 юбки. Это такая драпировка, одна на другую повязывается. Вроде бы это тоже Zara. Ну, либо что-то из Inditex, там Бершка, Stradivarius, что-то в этом роде. Есть подплечники, так что форму будет держать. Длина мини, и я зацепила только что своим ногтем. Нужно быть очень аккуратной с таким материалом. Платье с подплечниками в такой ретро-диско эстетике 90-х или 2000-х. Мне оно понравилось. Платья с драпировками сейчас будут в тренде, точно так же, как и активные плечи. Я просто сейчас готовлю видео про тренды, так что я заранее заказываю то, что будет актуально в следующем сезоне. Начала уже готовиться к осени. Платье неплохого качества для своей стоимости, в чуть меньше 1500 оно мне получилось с купонами. Хорошее платье, которое можно стилизовать на какое-нибудь мероприятие, надеть, но я думаю, что на высокий рост оно не подойдет. У меня эска мне хорошо. Драпировка здесь сделана таким образом, что идут 2 юбочки, которые можно по-разному зашнуровать. Единственный момент, если сильно делать узел, сильно затягивать, то сзади будет тянуть, так что надо обязательно перед зеркалом смотреть. На самом деле узел нормально посаженный, получается очень свободный, вот здесь вот ниже линии талии, и тогда сзади ничего, вот юбку не тянет. Это нужно иметь в виду, я просто его по-разному здесь перекручивала, вот так вот драпировала, но потом поняла, что сзади это выглядит ужасно и так делать нельзя. У платья узкая горловина, его тяжело надевать, весь макияж сразу же портится, это нужно понимать, иметь в виду. В отзывах об этом девчонки писали, но сшито оно ровно и для своей цены я считаю, что хорошо. Мне понравилось, кстати, что у него рукав очень длинный, здесь такая пуговка, очень так необычно, красиво смотрится. И последнее из этого заказа, это должны быть брюки розового цвета, они такие широкие шаровары. Кстати, длина вообще суперская у брюк. Очень длинные, очень, мне прям вот они нравятся. Они, конечно, там с нитками внутри, но если на это не обращать внимания, все аккуратно обрезать, то минусов я здесь вообще, наверное, не найду. Надеюсь, что они хорошо на меня сядут. Это размер S. Мне очень нравится силуэт и их длина. Брюками я довольна. Заказом от Тангада я безумно довольна. Абсолютно каждой вещью. Вот эти брюки вызвали у меня неописуемый восторг. Как круто они сели на фигуру. Это размер S. Они очень длинные. Точно так же, как на фотографии на модели продавца. Я даже не ожидала этого. Я думала, что мне они будут, ну вот, как обычные брюки с Алиэкспресс, закрывать просто щиколотку и все. Но нет, они прямо волочатся по полу. Я думаю, что нужно либо ушить их, хотя мне даже не хочется их отрезать. Сейчас очень модно. Кстати, брюки палаццо остаются в тренде, и любые вообще свободные посадки брюки, и джинсы. Так что осенью мы продолжаем их носить. И вот такие брюки можно будет носить в начале осени. У них материал не слишком летний, он достаточно плотный, он не просвечивает. Контуры белья здесь тоже не виднеются. И такие брюки комплементарно смотрятся на любом типе фигуры, абсолютно на любых параметрах. Так что не бойтесь экспериментировать. Мне очень понравились и по качеству, и по посадке шикарные. Подойдут они даже на высокий рост. Что касаемо куртки, бомберы тоже у нас будут в тренде этой осенью. Мне нравится, что он укороченный. Укороченные куртки тоже в тренде, накладные карманы остаются в тренде. Хорошая замена, альтернатива джинсовки. Куртка я довольна, рукав у нее длинный, размер S, мне отлично. Получилась просто огромная распаковка, но мне кажется, что на этом мои летние вещи уже закончатся, да и вообще распаковки будут стихать. Так что буду какие-нибудь другие форматы еще запускать. Напишите, чтобы вам было интересно. Очень буду ждать ваших комментариев. Конечно, у меня есть идеи, но эти идеи всегда преподносите мне вы. Так что и буду стараться для вас снимать побольше разных видео. Обязательно ставьте лайк. Мне безумно это приятно, меня это мотивирует, вдохновляет. Подписывайтесь на канал. Большинство зрителей смотрят без подписки, и мне всегда жаль, потому что подписчиков у меня мало, а просмотров видео достаточно, ну, нормально. Не буду хвастаться, да. В общем, всех люблю. Пока-пока.